Здравствуйте! Сегодня выкладываю рецепт очень ароматного, очень вкусного черного ржаного хлеба. Рецепт у этого хлеба очень простой, проще рецепта я не знаю. А если закваску опару поставить на созревание на ночь, то на выпечку этого хлеба всего лишь уйдет несколько часов. Ржаная закваска опара выращивалась у меня 8 часов при комнатной температуре примерно 22 градуса по Цельсию. За это время она увеличилась в объеме примерно в 3 раза. Как вырастить ржаную закваску опару, я дам в описании под видео. Выкладываем закваску опару в глубокую миску, в которой будем замешивать тесто. Добавляем воду комнатной температуры. Все перемешиваем до однородности. Добавляем соль, сахар и опять все перемешиваем. Выкладываем просеянную ржаную муку и просеянную белую пшеничную муку. Сначала все перемешаем с помощью лопатки, а затем, когда мука практически впитает в себя всю жидкость, будем замешивать тесто руками. Поскольку в ржаной муке клейковины гораздо меньше, чем в пшеничной муке, в длительном вымешивании теста нет необходимости. Поэтому вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не скомкуется в колобок. Добавляем любое растительное масло. Хлеб будет намного вкуснее, если добавить в тесто нерафинированное растительное масло. Продолжаем вымешивать тесто до тех пор, пока оно не впитает в себя все масло. Тесто получается достаточно однородным, мягким. У этого теста один недостаток – оно очень липнет к рукам. Для удобства работы с таким тестом я всегда смазываю руки растительным маслом. В конце замеса тесто по возможности округляем, либо на весу, либо, если оно очень липкое, прямо в миске, в котором мы замешивали тесто. Оставляем тесто в миске, в котором замешивали его, либо миску меняем на чистую, предварительно смазав ее растительным маслом. Как обычно, накрываем тесто, чтобы оно не заветривалось, и оставляем на расстойке часа на 2, пока тесто не увеличится в объеме минимум в 2 раза. Далее нам тесто нужно выложить в форму. Форма может быть любая, какая у вас есть в наличии. У меня для черного хлеба формы из алюминия. Размеры конкретно этой формы я укажу в описании под видео. При необходимости форму нужно хорошо смазать растительным маслом. Форму из алюминия нужно особенно тщательно смазать, иначе хлеб прилипнет к ней при выпечке. Еще раз повторюсь, что при работе с тестом из ржаной муки руки желательно тщательно смазать маслом. Выкладываем тесто в подготовленную форму. Чтобы в тесте не было пустот, тесто плотно в форме утрамбовываем. Выравниваем поверхность теста. Я выравниваю тесто небольшим валиком. Если у вас нет такого валика, можно выровнять тесто рукой, смоченной водой. Форму с нашим будущим хлебом накрываем и оставляем на расстойке примерно на 1 час. За это время тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Перед выпечкой смазываем тесто крепким чаем, можно черным, я смазываю зеленым. Поверхность теста обильно посыпаем кориандром, желательно молотым, но можно и целыми зернами. Ставить будем хлеб выпекаться в разогретую духовку при температуре 200 градусов по Цельсию примерно на 55 минут. Хлеб готов, когда его верхняя корочка очень хорошо подрумянится. Дадим хлебу минут 10 постоять в форме, а затем выложим его на решетку и оставим там остужаться. Вот такой замечательный получился хлеб. Благодаря ржаной муке этот хлеб содержит много клетчатки, микроэлементов, железа. В истории ржаной хлеб всегда выпекался на закваске. Но, к сожалению, в наше время его стали выпекать на дрожжах. Наверное, это связано с ускорением и удешевлением. И я все-таки советую вам испечь этот хлеб на закваске. Хлеб очень вкусный, очень ароматный. Лично я его пеку постоянно. Приятного аппетита, всем хорошего настроения, удачи и до новых встреч на моем канале.